Знакомая ситуация. Вы настроили рекламу по всем правилам. Глубокая проработка ключей, релевантные объявления, все лишнее отключено. В кабинете Google все выглядит просто идеально. Высокая конверсия, дешевая заявка. Но из 50 заявок 42 заявки мусор. Это боты, люди, которые говорят, я ничего не заказывал, люди, которые ищут что-то бесплатно. Парадокс в том, что система рапортует об успехе, пока бюджет физически сгорает на людей, которые ничего не покупают. За 19 лет работы с Google Ads и управления бюджетами более чем 770 миллионов долларов я вижу этот паттерн постоянно. И за последние годы он стал просто массовым. И это не случайность и не ошибка настройки. За последние годы Google изменил правила работы аукциона. И старые подходы, которые давали результат раньше, перестали защищать бюджет и адекватно работать. 3 конкретных изменения, которые привели к этому. Во-первых, это полная смерть синтаксиса. Раньше ключевое слово жестко контролировало, кому показывается реклама. Сейчас Google перешел на семантическое соответствие. Алгоритм сам решает, что является синонимом. Если посчитает, что ремонт квартиры своими руками синоним к заказать ремонт квартиры под ключ, то покажет ваше объявление человеку, который ищет YouTube инструкцию, а не подрядчика. Старые списки минус слов больше не защищают аккаунт. Система требует превентивной фильтрации намерения, иначе бюджет уходит на околоцелевой мусор. Управление сместилось от подбора ключевых слов к управлению качеством входящих сигналов. И это принципиально другая работа, другой подход, который нужно рассматривать вообще с другой стороны. Управление качеством входящих сигналов. Во-вторых, Google намеренно скрывает данные. Это не сюрприз для вас, что раньше в отчетах были видны все поисковые запросы, все места размещения, можно было вручную управлять ставками, все видеть. Сейчас Google скрывает больше половины поисковых запросов, показывает лишь часть, остальное маркирует как другие и агрессивно пессимизирует тех, кто пытается управлять рекламой вручную. Клики и показы падают до минимума, я думаю, это вам знакомо, если вы пытались слишком сильно ограничить Google. Вот как это выглядит на практике. Реальный пример. Консалтинговая компания использовала точное фразовое соответствие с ручными ставками много лет. Стратегия работала идеально. В один момент все просто рухнуло до нуля. Система начала принудительно подменять запросы. Вместо налоговый аудит, показывая объявления по запросу курсы бухгалтеров. И попытка удержать контроль старыми методами привела к алгоритмической пессимизации со стороны Google. Сейчас с этим сталкивается каждый второй аккаунт. Когда Google говорит, ах, ты хочешь мной жестко управлять, я вообще понижу показы твоих объявлений до минимума, чтобы тебя никто не увидел. И третье, это изоляция форматов, которая тоже полностью уничтожена. Раньше было четкое разделение. Поисковая реклама, баннеры, видео. Они настраивались отдельно и управлялись в строгой изоляции. Мы знали, на каком этапе какую рекламу показывать. Сейчас Google смешал все в один инвентарь. Есть Performance Max, есть Demand Gen, и оба эти типа рекламы включают в себя абсолютно все каналы, лишив нас с вами прямого контроля над местами размещения. Вы думаете, что реклама идет в поиске, а она показывается баннерами в мобильных играх. Вы думаете, что показываете видеорекламу, а она показывается в виде текстовых объявлений. Ценный поисковый бюджет сливается на дешевые показы там, где ваших клиентов попросту нету. Алгоритмы нужно жестко ограничивать. Сами они не будут работать в вашу пользу. Почему это происходит? Я глубоко изучал патенты Гугла, официальные документы, судебные иски, официальные жалобы. Все то, что они не афишируют публично, но делают тихонько, чтобы защитить свой бизнес. И там прямым текстом написано, как работает аукцион и какие математические модели применяются. В недавних антимонопольных разбирательствах в суде США, там где Министерство юстиции США судилось против Google, было доказано, что Google использует механику динамической корректировки аукциона. Звучит как прикольный алгоритм. На самом деле динамическая корректировка это ничто иное, как искусственное увеличение вашей ставки, если Google понимает, что с вас можно сдаить больше денег. То есть аукцион Google больше не является аукционом, классическим аукционом второй цены, каким он был 20 лет. Когда раньше результат зависел всегда от ставки и от качества, сейчас алгоритм искусственно завышает минимальную ставку.
и подмешивает в ваш аукцион нерелевантных конкурентов через широкое соответствие, чтобы заставить вас и их тоже платить больше, даже если реальной конкуренции по запросу нет. Есть еще одна скрытая причина. Google вступил в экзистенциальную войну с OpenAI и Anthropic для того, чтобы застолбить лидерство как компания, разрабатывающая самый лучший искусственный интеллект. Разработка и поддержка нейросетей стоит триллионы долларов. И основной доход Alphabet Incorporation, это материнская компания Google, это реклама. Именно поэтому Google стал агрессивно выжимать максимум из рекламодателей. При этом всем одновременно, то есть у нас, видите, что происходит? Выжимает сам Google, выжимает. Что еще происходит? Происходит то, что предложение падает. Пользователи уходят из Google искать ответы в ChatGPT. Благо это происходит только по информационным запросам. И общее количество поисковых запросов снижается. А спрос на рекламу искусственно раздувается, потому что отдел продаж Google, который маскируется под службу поддержки Google, получает бонусы от скрученного бюджета рекламодателей. В итоге стоимость клика растет просто экспоненциально. Ее подпитывает Google и подпитывает падение количества людей, которые в Google что-то ищут. Благо мы все еще можем эффективно работать через Google рекламу благодаря поисковым запросам, которые там осталось. Но задача в том, чтобы их выкристаллизовать и не дать Google слить деньги на то, что не принесет нам клиентов. При текущем росте цен на аукционе классический подход к запуску рекламы приведет к тому, что стоимость привлечения клиента превысит заработок от него. 80% предпринимателей, которые приходят ко мне, они уже прошли через это. Когда деньги потрачены, результата нет и доверие к рекламе подорвано. Но именно из-за этого давления многие конкуренты просто выключают рекламу сейчас. Они не выдерживают конкуренции алгоритмов. Это освобождает свободный трафик и появляется новая возможность. Тот, кто умеет работать в новых условиях, платит только за тех клиентов, которые готовы купить. Пока конкуренты платят за весь трафик подряд, за весь мусор. И разница в стоимости привлечения клиента может быть в 2, а то и в 3 раза. Метод точного запуска – это подход, при котором фильтры и ограничения выставляются до того, как потрачен первый доллар на рекламу. Алгоритм Google с самого начала получает только качественные сигналы и не может показать рекламу тем, кто не является вашим клиентом. Именно это позволяет не участвовать в гонке бюджетов, а молча использовать возможность и увеличивать свой бизнес через рекламу. Обычно есть две крайности в подходах к настройке рекламы. Одни говорят, нажмите 3 кнопки и доверьтесь автоматизации. Google сам найдет клиентов. На самом деле это прямой путь к сливу бюджета на ботов и нецелевой трафик. Именно то, с чего мы начали это видео. Другие учат стандартам 2016 года, когда нужно открыть таблицу Excel и месяцами собирать тысячи ключевых слов, их кластеризировать. Но проблема в том, что 90% из них уйдут в статус мало показов или сольют вам деньги на мусорный трафик. У владельцев бизнеса нет времени на эти игры. И самое главное, что ни один из этих двух устаревших подходов не учитывает, как Google работает именно сейчас. Именно поэтому последние годы я начал разрабатывать методологию, которая строится на реальной механике алгоритмов. Не на том, как Google себя презентует в своей справке, говоря, что вот так вот это работает, а на том, как он работает изнутри, судя по анализу патентов и судебных исков. Тысячи учеников Магия Google 4.0 уже получили результаты. Люди строили бизнесы в Праге, Лос-Анджелесе, Вене, Париже, Лондоне, Киеве. Но то, что я вижу в аккаунтах сейчас, говорит одно. Правила изменились настолько, что нужна новая система. И завтра я покажу, в чем ключевой принцип, который работает в новых условиях.